В Якутии в 1999 году была обнаружена уникальная находка, изменившая представление о древних цивилизациях. В одном из таежных районов, в слое вечной мерзлоты, археологи нашли орудия труда, возраст которых превышал 30 тысяч лет. Эти артефакты стали свидетельством того, что на этих территориях когда-то жили люди, о которых не было никаких упоминаний в учебниках истории. Находка вызвала бурное обсуждение в научном сообществе. Исследователи со всей страны стремились изучить орудия, чтобы понять, каким образом эти древние люди выживали в суровых условиях Сибири. Когда к раскопкам подключились северные исследовательские группы, вскоре стали известны и другие факты. В этом же районе находили фрагменты костей, которые также принадлежали людям, жившим в те далекие времена. В 2006 году, во время очередной экспедиции, геологи наткнулись на странные образования в пермафрост. Они представляли собой огромные кристаллы, сияющие на солнце, как гигантские драгоценности. Оказавшись на месте, специалисты начали исследовать эти кристаллы. Оказалось, что они состоят из редких минералов, которые раньше не встречались в этом регионе. Ученые предположили, что эти кристаллы могли иметь не только эстетическую, но и практическую ценность. Стремление разгадать тайны, скрытые под землей Якутии, стало всеохватывающим. В 2018 году экспедиция под руководством доктора наук Алексея Громова в районе реки Лена наткнулась на подземное озеро, которое не было зафиксировано ни в одной карте. Отсутствие кислорода в этом озере создало уникальную экосистему. Вода имела необычный цвет, а образовавшиеся в ней организмы обладали свойствами, неведомыми науке. Исследования этого озера привлекли внимание не только ученых, но и исследователей паранормальных явлений. Некоторые из них утверждали, что в водах озера можно услышать странные звуки, похожие на призыв. Это подогревало слухи о таинственных сущностях, обитающих в глубинах Земли. Вскоре после этого, в 1929 году, группа археологов обнаружила обширные останки неизвестной цивилизации. Они были расположены в непосредственной близости от находок, сделанных ранее. Стены древних построек имели сложные рисунки, которые, по мнению специалистов, были связаны с солнечными циклами и могли служить астрономическими картами. Эти открытия подтверждали предположение о развитой культуре, существовавшей здесь много тысяч лет назад. Каждое новое открытие в Якутии добавляло слои загадок к уже сложной истории региона. Записи о находках накапливались, и с каждым годом они становились все более интригующими. Ученые задавались вопросом: что еще может скрывать эта земля, которая до сих пор дает жизнь неразгаданным тайнам? В 2019 году в рамках новой экспедиции группа специалистов начала раскопки в районе, где ранее были найдены орудия труда и кристаллы. При помощи современного оборудования и дронов они планировали исследовать участки вечной мерзлоты, которые могли скрывать новые артефакты. Их интересовали не только находки, но и геологические особенности региона, ведь каждая новая деталь могла изменить представление о древних цивилизациях. Вскоре во время раскопок один из участников, геолог Виктор Михайлов, наткнулся на большие костные останки. По его оценкам, это были остатки крупного млекопитающего, возможно, мамонта. Работая в команде, ученые извлекли абсолютно сохранившуюся тушу животного, которая находилась в идеальном состоянии благодаря криогенным условиям. Это открытие сразу привлекло внимание научного сообщества. Мамонта доставили в лабораторию для дальнейшего изучения, и анализы подтвердили, что возраст находки превышает 20 тысяч лет. Обсуждения вокруг находки становились все более живыми. Ученые начали исследовать не только саму тушу, но и окружающую территорию. Вскоре они обнаружили следы древних людей, кострища, куски плоти, оставшиеся от охоты, а также старинные каменные орудия. Эти находки помогли собрать пазл о том, как люди взаимодействовали с окружающей их природой в то время. В то же время возникли вопросы о том, каким образом люди могли выживать в условиях, когда климат был так суров. Неподалеку от места находки ученые заметили необычные геологические формации. Они выглядели как массивные плиты, тянущиеся под землей. Исследователи высказали предположение, что это могут быть руины древних построек. С помощью георадара они начали изучать слои земли, чтобы выяснить, что скрывается под поверхностью. Данные показывали наличие пустот и структур, которые могли бы свидетельствовать о наличии подземного города. Каждый новый день в экспедиции приносил свежие находки.
Вскоре после этого исследователи наткнулись на странные символы, вырезанные на камнях. Эти иероглифы имели необычные формы и явно не соответствовали известным языкам. Некоторые ученые предположили, что это может быть форма общения, использовавшаяся древними цивилизациями. Расшифровка этих знаков стала одной из главных задач команды. В это время в исследовательской лаборатории начались эксперименты с образцами, собранными из пермафроста. Ученые обнаружили в них микроорганизмы, которые выжили в условиях вечной мерзлоты. Некоторые из них обладали свойствами, способными вызывать интерес в медицине. Это открытие поднимало вопросы о том, какие еще тайны хранит неопознанная экосистема под землей. Каждая новая находка углубляла загадку, окутывающую этот регион. Ученые, погружаясь в изучение древних артефактов и новых находок, постепенно приходили к осознанию, что Якутия может скрывать не только следы давно исчезнувших цивилизаций, но и уникальные материалы, способные изменить наше понимание истории и природы. Это убеждение только подогревало их желание продолжать исследования, открывая новые горизонты в мире, где природа и история переплетаются в невероятный узор. На следующий день после обнаружения артефактов и костных останков команда решила сосредоточить свои усилия на гигантских кристаллах, найденных в пермафросте. Каждый из них весил более 100 фунтов и был покрыт необычным слоем минералов, который мерцал в свете. Исследователи собрали несколько образцов и отправили их в лабораторию для анализа. Первоначальные результаты показали, что кристаллы содержат редкие минералы, такие как флюорит и кальцит, которые не встречаются в местных породах. Вскоре стало ясно, что происхождение этих кристаллов не имеет аналогов в регионе. Геологическая структура Якутии не могла объяснить их появление. Специалисты начали выдвигать различные гипотезы. Профессор Наталья Сидорова, занимавшаяся минералогией, предположила, что эти кристаллы могли образоваться в условиях, схожих с вулканической активностью, которая существовала несколько миллионов лет назад. Это открытие могло изменить представление о геологии всего региона. Тем временем в лаборатории ученые начали проводить эксперименты с кристаллами, используя рентгеновскую дифракцию и спектроскопию. Вскоре они обнаружили, что некоторые из кристаллов излучают слабое световое сияние, которое не объясняется известными физическими процессами. Этот феномен вызвал у многих ученых интерес и даже опасения. Некоторые исследователи начали говорить о потенциальной связи с необычными явлениями, которые наблюдались в этом регионе, включая сообщения о таинственных звуках и светах, исходящих из глубин Земли. Параллельно с анализом кристаллов археологи продолжали исследовать найденные орудия труда. При тщательном изучении стало очевидно, что они имели уникальные формы, которые не соответствовали типичным образцам, найденным в других регионах Сибири. Эти орудия, судя по всему, использовались для обработки камня и металлов, что подтверждало предположение о высоком уровне развитости древних жителей Якутии. На фоне этих открытий команда решила провести полевые исследования в окрестностях кристаллов. Во время раскопок в одной из пещер, расположенной неподалеку, они обнаружили остатки древнего костяного артефакта, который явно имел ритуальное значение. Окружающие стены были покрыты изображениями, напоминающими те, что были найдены ранее. Это открытие только добавило вопросов, были ли кристаллы частью какого-то культа или ритуала, связанного с этими изображениями. С каждым днем интерес к находкам нарастал, и вскоре огромные кристаллы стали привлекать внимание не только ученых, но и СМИ. Репортажи об этих загадочных находках разошлись по всей стране, привлекая внимание исследователей с разных уголков мира. Каждый хотел разгадать тайну их происхождения. Научное сообщество начало обмениваться теорией о том, как эти кристаллы могли быть связаны с исчезнувшими цивилизациями, которые обитали в Якутии много тысяч лет назад. Открытия, сделанные в этом регионе, не только подтверждали существование высокоразвитых культур, но и поднимали множество вопросов о том, каким образом они взаимодействовали с природой и использовали ресурсы, которые были доступны. В этих кристаллах, возможно, заключена часть истории, которую предстоит еще открыть. Каждая новая находка подчеркивала, что Якутия по-прежнему хранит тайны, которые ждут своего времени, чтобы быть раскрытыми. Вскоре после находки кристаллов внимание исследователей вновь привлекло подземное озеро. Недавние эксперименты показали, что вода в нем обладала уникальными свойствами, которые могли менять химический состав объектов, попадающих в нее. Одним из ученых, изучавших эти свойства, оказался биолог Ирина Лебедева.
Она заметила, что микроорганизмы, найденные в озере, способны к быстрому размножению и могут иметь необычные метаболические процессы. Это открытие подогревало надежды на наличие в воде уникальных антибиотиков или других полезных веществ. По мере продолжения исследований команда решила провести погружение в озеро. Для этого был собран специальный аппарат, который мог функционировать в условиях низкой температуры и отсутствия кислорода. Погружение осуществила группа под руководством Алексея Громова, который был в восторге от возможности изучить неизведанные глубины. Они опустили аппарат в воду, и вскоре на экране появились изображения дна. Ученые заметили, что оно было покрыто странными образованиями и растительностью, напоминающей водоросли, но обладающей яркими цветами. Через некоторое время связь с аппаратом прервалась. Исследователи пытались восстановить связь, но безуспешно. Паника охватила группу, когда они поняли, что погружение может оказаться неудачным. Специалисты решили организовать спасательную операцию и немедленно выдвинулись к озеру, чтобы попытаться выяснить, что произошло. В это время, пока они готовились к поисковой операции, неожиданно начался сильный дождь, что вызвало опасения о возможном затоплении. После нескольких часов напряженной работы связь с аппаратом была восстановлена. На экране появился образ, который шокировал всех. Внутри озера находились гигантские существа, напоминавшие морских существ из древних мифов. Существа были полупрозрачными, с длинными щупальцами и яркими цветами, которые менялись в зависимости от движения. Возникло ощущение, что они каким-то образом реагировали на присутствие аппарата. Это открытие вызвало бурю эмоций среди членов команды. Некоторые предположили, что они стали свидетелями древней экосистемы, которая сохранилась в изоляции на протяжении тысячелетий. Тревога возросла, когда несколько членов команды начали высказывать опасения о том, что взаимодействие с этими существами может иметь неожиданные последствия. В это время один из ученых, Павел Кузнецов, выдвинул теорию, что данные существа могут быть связаны с кристаллами, найденными ранее. Углубляя дискуссию, он предположил, что они могут быть результатом мутации, вызванной воздействием минералов, содержащихся в кристаллах. Это открытие могло объяснить, почему кристаллы и животные в озере были связаны друг с другом. Тем временем, когда подъем аппарата начался, команда заметила, что озеро стало меняться. Вода начала мутнеть, и появлялись волны, которые свидетельствовали о чем-то необычном под поверхностью. Ученые начали паниковать, когда поняли, что их исследования могут быть прерваны неожиданным природным явлением, вызванным присутствием этих существ. С каждым моментом тайна подземного озера становилась все более напряженной. Вопросы о том, что скрывается под водой, как оно связано с существами и кристаллами, а также какие последствия это может иметь для региона, оставались без ответа. Для членов команды стало очевидно, что они стоят на пороге открытия, которое может изменить их представление о жизни на Земле и о древних цивилизациях Якутии. Каждый шаг вперед лишь углублял загадку, и они понимали, что время на исходе. В это время, пока команда сосредоточилась на исследовании подземного озера, геологи на соседнем участке сделали важное открытие. В слоях вечной мерзлоты они нашли еще больше орудий труда, которые отличались уникальным дизайном и материалами. Эти артефакты были изготовлены из минералов, характерных только для этого региона, и имели сложные формы, что свидетельствовало о высоком уровне технической квалификации их создателей. Профессор Сидорова начала анализировать найденные орудия. Одно из них, подобное резцу, имело заточку, которой не наблюдалось у аналогичных инструментов, найденных в других местах. Этот факт указывал на то, что древние жители региона могли использовать уникальные технологии, что открывало новые горизонты для понимания их образа жизни. Профессор предположила, что орудия использовались для обработки кожи и мяса, что было жизненно важным в условиях сурового климата. Команда решила организовать выставку, чтобы продемонстрировать свои находки и привлечь внимание к исследованию региона. Когда новость о выставке распространилась, на лагерь начали поступать угрозы от неизвестных лиц, требующих остановить раскопки. Звонки были настойчивыми и угрожали физической расправой. Это вызвало тревогу среди ученых и заставило их задуматься о безопасности. Не имея возможности игнорировать угрозы, группа обратилась за помощью к местным властям. На встрече с офицерами было принято решение о дополнительной охране лагеря. Однако это лишь усугубило напряжение. В команде возникли разногласия. Часть членов считала, что необходимо продолжать исследования, в то время как другие настаивали на том, чтобы покинуть опасный регион.
Ситуация достигла критической точки, когда биолог Ирина Лебедева пропала без вести. Она ушла к озеру для сбора дополнительных образцов и не вернулась. Остальные члены команды начали паниковать. Громов и Сидорова решили немедленно отправиться на поиски. Прибыв к озеру, они начали звать Ирину, но их зову ответило лишь глухое молчание. Вода стала мутной, а по поверхности начали двигаться волны, словно что-то беспокойное происходило под ними. Обострение ситуации произошло, когда один из членов команды увидел яркие огни, мерцающие в воде. Эти огни привлекли внимание и вызвали страх. Громов, понимая, что времени остается все меньше, принял решение погрузиться в воду. Он надеялся найти Ирину и выяснить, что происходит. Некоторые члены команды пытались его остановить, утверждая, что это крайне опасно, но Громов был решителен и вскоре нырнул под поверхность. Тем временем остальные члены группы остались на берегу, наблюдая за его погружением и переживая за судьбу как Громова, так и Ирины. С нарастающим напряжением они начали обсуждать, какое значение имеют древние орудия труда и как их открытия могут повлиять на современное общество. Каждое новое открытие подчеркивало связь между прошлым и настоящим, однако ситуация становилась все более угрожающей. Тайна, окружающая подземное озеро и найденные артефакты, углублялась, и риск, связанный с их исследованиями, обретал все более реальную форму. Когда Громов погрузился в мутную воду озера, остальные члены команды на берегу почувствовали нарастающее беспокойство. Внезапно среди волн появилась темная тень, которая заставила их замереть. Это было что-то крупное, и, кажется, оно двигалось в сторону берега. Громов, погружаясь в холодные глубины, не догадывался, что под водной поверхностью скрывается гораздо большее, чем он ожидал. Тем временем археолог Анна Мартынова исследовала окрестности озера. Она наткнулась на странные каменные образования, которые при ближайшем рассмотрении оказались искусно вырезанными. Форма камней и их расположение указывали на наличие древних структур. Анна сделала записи и фотографии, фиксируя детали для дальнейшего анализа. Следы в земле, которые вели от каменных образований к озеру, были значительно больше человеческих и имели неправильные очертания, что вызывало в ней смятение. Она отправила сообщение Громову, но связи не было. Погружаясь все глубже, Громов заметил, что вокруг него начали собираться полупрозрачные существа с длинными щупальцами. Они медленно двигались, словно оценивали его присутствие. Одно из существ резко приблизилось к нему, будто пытаясь установить контакт. Громов почувствовал, как давление в воде изменилось, и в страхе начал подниматься к поверхности. На берегу Анна, не дождавшись возвращения Громова, решила исследовать следы. Она последовала по ним и вскоре подошла к небольшому углублению, которое выглядело как вход в скрытую пещеру. Раздвинув кусты, она вошла внутрь и встретила древние рисунки на стенах, изображающие сцены охоты и ритуалов. На некоторых изображениях были странные существа, очень напоминающие тех, которых она видела в озере. Это открытие подтвердило ее предположение о существовании неизвестной цивилизации. Анна сделала фотографии и начала записывать свои наблюдения. Внезапно она услышала глухие удары, доносящиеся из глубины пещеры. Звуки становились все громче, словно что-то двигалось внутри. Она замерла, осознавая, что нашла нечто более опасное, чем просто древние артефакты. На берегу команда заметила, что вода в озере вдруг успокоилась, и на поверхности появились яркие огни, которые привлекли их внимание. Громов вынырнул, его лицо выражало не только испуг, но и осознание чего-то важного. Он быстро направился к берегу, где его ждали встревоженные коллеги. Собравшись вместе, они обсудили последние события. Громов рассказал о существах в воде, а Анна — о своих находках в пещере. Каждое новое открытие увеличивало напряжение. Они поняли, что столкнулись с последствиями своих исследований, которые могли затронуть не только их безопасность, но и судьбу региона в целом. Теперь они не просто исследователи, а участники необычной истории, скрытой на протяжении тысячелетий, и каждое их действие могло привести к непредсказуемым последствиям. После обсуждения последних событий команда решила, что необходимо проводить более масштабные археологические раскопки в районе озера и вокруг недавно обнаруженных каменных образований. Они начали разрабатывать план действий, выделив группы для различных задач. Одни должны были продолжать изучение находок в пещере, другие — исследовать следы, найденные Анной, а третьи — продолжить работу с кристаллами и образцами из озера.
Вскоре группа, исследующая пещеру, обнаружила еще больше древних рисунков, которые расширяли представление о неизвестной цивилизации. На стенах изображались сцены, где загадочные существа взаимодействовали с людьми, проводя ритуалы и охоту. Это наводило на мысль о том, что эти существа могли быть частью культуры и, возможно, даже объектом поклонения. Анна делала записи, фиксируя детали, которые могли помочь в дальнейшем анализе. Тем временем члены другой группы, исследовавшие следы, заметили, что они приводили к древним руинам, которые скрывались под плотным слоем дерна и растительности. Эти строения, по всей видимости, были частью более обширной поселения. Внутри одних из них были найдены остатки керамики, а также орудия труда, схожие с теми, что ранее обнаружила команда. Эта находка подтверждала их предположение о наличии развитой цивилизации, которая могла обитать в этих местах много тысяч лет назад. Однако вскоре после начала раскопок на лагерь вновь начали поступать угрозы. Неизвестные лица требовали остановить исследования и покинуть регион. Каждое новое сообщение становилось все более угрюмым и угрожающим. Члены команды начали ощущать нарастающее давление, и некоторые из них начали высказывать недовольство по поводу продолжения экспедиции. Разногласия достигли пика, когда Громов, осознав, что команда может оказаться в опасности, решил отправиться к местным властям для получения поддержки. Он искал возможность защитить своих коллег и обеспечить безопасность исследований. В то время как Громов отсутствовал, остальные члены группы продолжили работу, не подозревая, что в их исследованиях таится что-то большее. В это время Анна, исследуя очередную часть пещеры, заметила, что некоторые рисунки начали меняться. Они стали более яркими и четкими, словно реагировали на ее присутствие. Это явление вызвало у нее страх, и она поспешила покинуть пещеру. Но прежде чем покинуть ее, она заметила, что из одной из трещин в стене текла прозрачная жидкость. Это мог быть состав, который имел отношение к уникальным свойствам воды в подземном озере. На берегу Громов вернулся к лагерю с новыми ресурсами для защиты, но его возвращение совпало с резким ухудшением погоды. Небо затянуло черными облаками, и начался сильный дождь. Команда, собравшаяся вокруг огня, обсуждала дальнейшие шаги, когда внезапно раздался глухой треск. Все замерли, когда поняли, что подземные воды начали подниматься, угрожая затопить лагерь. К этому моменту сосредоточенность команды сместилась. Ученые начали понимать, что их раскопки могли вызвать непредсказуемые последствия, и каждая их находка только добавляла загадок. Они стали не только исследователями, но и свидетелями того, как их действия влияют на древнюю цивилизацию и окружающую природу. Неизвестность и опасность, которые нависли над ними, становились все более реальными, и они понимали, что необходимо действовать быстро, прежде чем станет слишком поздно. Когда Громов вернулся в лагерь, члены команды выглядели встревоженными. Сильный дождь не утихал, а уровень воды в озере продолжал подниматься. После краткого обмена информацией Громов предложил провести анализ уникальных минералов, найденных в кристаллах и в жидкости, которые текли из трещин в стенах пещеры. Он предположил, что их свойства могут объяснить странные явления, происходящие в этом регионе. Команда собралась в лаборатории, которая была организована в прицепе. Громов и Сидорова начали экспериментировать с образцами минералов и жидкостью. Они смешали несколько образцов, и в результате реакции начали выделяться яркие искры, которыми наполнилась комната. Это явление вызвало у них удивление и страх. Они поняли, что минералы обладали необычными свойствами, которые могли взаимодействовать с водой, создавая неведомую силу. Внезапно из лаборатории донесся громкий треск. Громов и Сидорова выбежали наружу и увидели, что вода в озере начала бурлить. Из глубин поднимались огромные пузырьки, и на поверхности начали появляться яркие огни. В этот момент они ощутили, как земля под ногами задрожала. Стремительное обострение ситуации вызвало панику среди членов команды. Громов, пытаясь сохранить спокойствие, предложил всем отойти на безопасное расстояние. Они стали свидетелями зрелища, которое не могли себе представить. Из озера начал подниматься столб воды, и в нем выделялись странные силуэты. Это были те самые полупрозрачные существа, которые ранее наблюдались под водой. Теперь они выныривали на поверхность, их тела светились, отражая яркие цвета минералов. Команда была в шоке, когда поняла, что существа не просто наблюдали за ними. Они взаимодействовали с минералами, создавая энергетические всплески. Мгновение спустя одно из существ, похоже, решило приблизиться к берегу.
Оно медленно поднималось на поверхность, демонстрируя длинные щупальца, которые сверкали, как кристаллы. Громов почувствовал, что это момент, которого они ждали. Момент, когда тайна, скрытая за тысячелетиями, могла быть раскрыта. Существа начали излучать звуковые волны, которые резонировали в воздухе. Эти звуки отзывались в сознании членов команды, словно пытались донести до них информацию. В это время Анна, вспомнив о древних рисунках в пещере, осознала, что эти существа, вероятно, были частью той самой цивилизации, о которой они исследовали. Она начала делать записи, фиксируя каждую деталь происходящего. Внезапно существа собрались в плотное кольцо, и в центре образовалась яркая светящаяся сфера. Громов и его команда были поражены, когда поняли, что сфера излучает энергетику, которая могла изменять физические свойства предметов, окружающих ее. Они стали свидетелями того, как минералы из кристаллов и жидкости влияли на существа, позволяя им проявлять способности, которые они никогда не видели. В это мгновение Громов понял, что минералы и существа связаны. Они могли быть ключом к разгадке загадки, которая порождала все эти удивительные явления. Это открытие могло повлиять на все научные знания о древних цивилизациях, экосистемах и природе. Однако с осознанием величия открытия пришла и тревога. Что произойдет, если они потеряют контроль над этой силой? Напряжение достигло предела, и каждый в команде понимал, что они стоят на пороге открытия, которое могло изменить их жизни и судьбу региона. Когда существа начали излучать светящуюся сферу, Громов и его команда осознали, что взаимодействие минералов и водных обитателей может иметь разрушительные последствия. Огромный объем энергии, исходящий от сферы, начал искажать окружающую среду. Воздух наполнился гудением, а земля под ногами задрожала. Вода в озере начала бурлить, поднимая на поверхности новые пузырьки, которые выделяли неизвестные вещества. Анна, держа в руках образцы минералов, заметила, что некоторые из них начали менять цвет и структуру. Это вызывало у нее тревогу. Изменения в минералах могли угрожать экосистеме региона. Каждый новый всплеск энергии мог нарушить баланс природы, который поддерживался здесь на протяжении тысячелетий. Громов, осознавая риск, начал собирать команду и предложил всем отойти на безопасное расстояние от озера. Однако многие участники, завороженные происходящим зрелищем, оставались на месте. Существа продолжали собираться в плотные группы, и их поведение становилось все более агрессивным. Щупальца вырывались из воды, как будто защищая сферу. Возникло ощущение, что существа осознавали опасность, исходящую от них самих. В этот момент Громов вспомнил о древних рисунках, изображавших ритуалы с использованием минералов. Он предположил, что эти ритуалы могли быть связаны с уважением к силам природы. Возможно, древние жители использовали минералы для поддержания баланса, а не для разрушения. Они нарушили этот баланс и теперь стали виновниками происходящего. Существа начали излучать яркие вспышки, и Громов понимал, что ситуация становится критической. Каждый новый всплеск энергии приводил к повышению уровня воды в озере, а берег начал подмываться. Паника охватила команду. Если уровень воды не остановится, лагерь будет затоплен. Анна, пытаясь сохранить спокойствие, предложила анализировать свойства минералов и сферы, чтобы понять их влияние на экосистему. Она фиксировала изменения в образцах, а Громов сконцентрировался на комбинациях минералов, которые могли успокоить ситуацию. Они совместно искали способ остановить разрушительный процесс. Каждое новое действие приближало их к катастрофе. Внезапно один из членов команды закричал, указывая на озеро. На поверхности начали появляться огромные волны, неся с собой камни и растительность. Эти волны возникли из-за того, что существа, реагируя на изменения, теряли контроль над своей средой обитания. Громов понял, что необходимо действовать быстро, иначе последствия будут катастрофическими не только для них, но и для всего региона. Ситуация достигала предела. Громов сосредоточился на восстановлении баланса и решил установить контакт с существами, используя минералы, чтобы показать свои мирные намерения. Он начал произносить слова, звучавшие как древние заклинания, а команда поддерживала его, создавая символы из найденных орудий труда. С каждым новым словом энергия в сфере начинала изменяться, и существа, кажется, замерли в ожидании. Это был их последний шанс остановить разрушительный процесс, и команде оставалось надеяться, что древний мир отреагирует на их действия. Существа, окружившие сияющую сферу, начали успокаиваться, реагируя на слова Громова.
Яркие вспышки света из сферы постепенно угасали, и волны на поверхности озера начали утихать. Команда замерла, наблюдая, как щупальца существ медленно опускались в воду. Громов продолжал произносить слова, которые, похоже, достигали глубин их сознания. Напряжение в воздухе сгущалось, и команда осознавала, что их действия могут изменить судьбу не только их, но и региона. Когда активность существ вокруг сферы уменьшилась, уровень воды в озере начал стабилизироваться. Громов и Анна обменялись взглядами, понимая, что контакт установлен и катастрофа, возможно, предотвращена. В воздухе повисло ощущение надежды. Когда последние вспышки света исчезли, в озере воцарилась спокойная атмосфера. Существа прекратили проявлять агрессию и начали медленно углубляться в воды. Громов собрал команду и предложил продолжить исследования в более безопасных условиях. Ученые понимали, что их находки могут изменить представление о древних цивилизациях и экосистемах. Они начали фиксировать результаты экспериментов, документируя изменения в минералах и их свойствах. По мере завершения экспедиции ученые осознали последствия своих действий. Результаты исследований показали, что уникальные минералы не только влияли на существ, но и имели потенциал для создания технологий, способных поддерживать баланс в экосистеме. Анна и Громов решили делиться своими открытиями с научным сообществом, привлекая внимание к ответственности, связанной с использованием природных ресурсов. После возвращения в цивилизацию результаты их исследований были опубликованы в научных журналах, что привлекло внимание к Якутии. Ученые и исследователи со всего мира начали приезжать в регион, интересуясь уникальными минералами и их потенциальным влиянием на экологию. Правительства и организации начали осознавать, что пренебрежение к древним традициям и природным ресурсам может привести к катастрофическим последствиям. Скоро начались новые исследования, нацеленные на изучение подземных ресурсов с акцентом на устойчивое использование. Власти региона разработали программы, направленные на защиту экосистемы и сохранение культурного наследия. Громов и Анна стали консультантами для новых проектов, обязывая ученых учитывать влияние своих исследований на природу и местные сообщества. Несмотря на угрозы, с которыми команда столкнулась во время экспедиции, они оставили заметный след в истории науки и экологии. Их открытие о связи минералов, подземных существ и древних цивилизаций открыло новую эру в понимании природы и ответственности за ее сохранение. Якутия стала символом исследований, где наука и природа взаимодействуют, создавая будущее, основанное на уважении и гармонии. Прошлое и настоящее соединились, оставив надежду на лучшее будущее для следующих поколений.